Рынок беззеркальных камер в наши дни очень активно развивается. Большинство известных брендов сегодня при разработке камер отдают приоритет именно камерам без зеркала. Sony, Canon, Nikon, Fujifilm и многие другие сосредоточились на развитии своих систем в данном направлении. Сегодня я расскажу вам о лучших беззеркалках, которые вы можете купить новыми в магазинах России. Приветствую вас на канале Полный кадр. Давайте выбирать. Сегодня я приготовил для вас поистине королевский список из 30 камер. Камеры отсортированы по цене, от дешевых к дорогим. В условиях нашей страны и с нашими ценами даже самые недорогие камеры многим будут казаться дорогими. Тут, к сожалению, я бессилен. Единственное, если вы от души наставите лайков под этим видео, то могу сделать список лучших беззеркальных камер, которые вы можете купить на вторичке, на том же Авито, например. Также еще несколько очень важных моментов я хочу отметить, прежде чем мы начнем. Первое. Цены, указанные в ролике, могут быстро стать неактуальными. Актуальные цены вы можете найти на Яндекс.Маркете, ссылки по всем моделям вы найдете в закрепленном комментарии. Второе. В ролике я использую некоторые обозначения. Боди и кит многие знают, что такое, для остальных поясню. Боди — это тушка без объектива, кит с объективом. Некоторые камеры я рекомендую покупать с комплектным объективом, особенно если вы новичок. Там, где я указываю боди, я рекомендую вам не брать комплектный объектив в наборе, а выбрать что-то другое самостоятельно или поискать китовый объектив на вторичке, потому что покупка кита в данном случае мне показалась нецелесообразной. Также у некоторых камер есть обозначение серый. Имеется в виду, что я указываю цену на серую технику, то есть ту, что продается в магазинах без официальной гарантии. В тех случаях, когда я указываю серый экземпляр, я делаю это по двум причинам. Цена на белую сильно отличается от цены на серую, и серая техника есть в продаже у популярных магазинов, которым у меня есть доверие, а значит их цену на камеру можно указать, потому что вы за эту цену данную камеру сможете приобрести. Третье. Каждой камере в ролике я даю оценку по своей собственной шкале идеальности. Я оцениваю каждую камеру по ряду параметров, включающих не только соотношение цены и качества, но и фотовозможности, видеовозможности, актуальность системы в целом, стоимость и количество оптики и даже перспективы системы в будущем. Подсчет довольно сложный, поэтому тут подробности я не привожу. Вы просто должны знать, что 100% из 100 это идеальная камера. Идеальная камера, которой не существует. Процент идеальности для каждой камеры показывает, насколько та или иная камера приблизилась к эталону в моем понимании. Ну и четвертый момент, который я хотел отметить, он довольно очевидный. Все, что я рассказываю в ролике, мое личное мнение, основанное на моем опыте изучения фототехники на протяжении многих лет. Я делюсь своим мнением с вами в надежде, что вы сможете из него извлечь полезную для себя информацию. Что ж, долго запрягали, но сейчас быстро поедем. Представляю вам лучшие беззеркальные камеры по версии нашего канала. Olympus OMD EM10 Mark III. Несмотря на то, что Olympus скоро с рынка может совсем исчезнуть, имеет смысл купить модель EM10 Mark III. Оптики под систему Micro 4 третьих выпущено очень много, как Olympus, так и Panasonic. А значит, вам точно будет на что снимать. 38 тысяч рублей за тушку или 43 тысячи за кит. Тут можно выбирать более подходящий вам вариант. Камера интересна своей компактностью, неплохими фото и видео возможностями, особенно с учетом бюджета. Если денег на камеру у вас по минимуму, взять данный аппарат будет очень неплохим вариантом. Система потихоньку угасает, и перспектива развития именно в рамках нее довольно туманны. Но прямо здесь и прямо сейчас это весьма достойный выбор. К тому же камера Olympus в последнее время часто продают с существенными скидками. Вполне возможно, что вам повезет и вы купите ее еще дешевле. Что касается оценки, идеальность камеры я оцениваю в 49%. Canon EOS M200. Canon M200 очень компактная беззеркалка с матрицей формата APS-C. Система EOS M, в которой она представлена, не самая актуальная на сегодня, а ее перспективы весьма туманны. Тем не менее, сама по себе камера
маленькая и приятная. Картинка с нее будет не хуже, чем с гигантского зеркального Canon 80D. Матрицы здесь идентичны. Тут есть и всем известный Dual Pixel автофокус, который поможет вам при фотосъемке портретов, а также при видеосъемке. Правда, будьте внимательны, микрофонного входа тут нет, поэтому если присматриваете камеру для видео, возможно, это будет не лучшим выбором. Идеальность камеры оценим в 47%. Sony Alpha 6000, она же Sony A6000. Самый доступный вариант сегодня вступить в систему Sony Alpha. Камера формата APS-C. Sony делает сегодня очень хорошие камеры, и это не исключение. Неплохо подойдет для фото и видео. Конечно, интереснее она выглядит именно для фото, особенно при сравнении с более новыми камерами линейки, которые по видео ушли вперед. Тем не менее, камера очень достойная, и с нее можно начать свой творческий путь. С учетом довольно демократичной цены на китовый комплект при покупке без гарантии, это один из лучших вариантов при минимальном бюджете. Идеальность камеры 56%. Canon EOS M50. О Canon M200 мы уже говорили. M50 камера в той же системе EOS M. Она немного больше, немного функциональнее. У нее есть видоискатель и микрофонный вход. Да и ее эргономика будет явно лучше, чем у M200. Если вам данные моменты важнее компактности, то M200 будет неплохим выбором. Оптики в системе EOS M не так много, но зато есть возможность подключения зеркальных EFS и EF объективов, а их выпущено очень много. Выбрать всегда есть из чего, и это безусловный плюс. Идеальность камеры 49%. Fujifilm X-T200. Довольно сбалансированный аппарат, который неплохо подойдет как для фото, так и для видео. На канале был обзор X-T100 предыдущей модели. X-T200 подросла в цене, но и функционально стала лучше. По цене качеству это, конечно, очень неплохой вариант, но стоит понимать, что купив Fuji, вас может ждать неприятный сюрприз, связанный с дороговизной оптики на эту систему, особенно если сравнивать с другими APS-C камерами. Так что, когда будете покупать ту или иную фотокамеру, в любом случае смотрите немного наперед и трезво оценивайте свои финансовые возможности. Идеальность камеры 59%. Panasonic GH4. Старичок GH4 все еще продается новым в некоторых магазинах. Отличный вариант в первую очередь для тех, кого интересует видео. Фото, конечно, он тоже снимает весьма здорово, но упор у этой камеры был больше на видео. Хорошая 4К, большой парк оптики в системе микро 4/3, удобное управление. Это очень неплохая камера для того, кто хочет серьезно заняться видео и не знает, с какой камеры начать свой творческий путь. Идеальность камеры 55%. Panasonic Lumix G80. Panasonic G80 новее, чем GH4, о котором мы ранее говорили. Он немного проще с точки зрения управления и сборки, так как является младшей моделью по отношению к GH4. Но зато у него есть матричная стабилизация изображения, что очень помогает как при фото, так и при видеосъемке. Особенно это обрадует тех, кто любит работать со старой мануальной оптикой. Стабилизация позволяет увереннее себя чувствовать при съемке с теми же гелиосами. Идеальность камеры 59%. Sony Alpha 6100. Sony A6100 более современная версия A6000. Прокачанный автофокус, в том числе фокусировка по глазам, улучшенные видеовозможности, в том числе возможность съемки в 4К. Камера стоит заметно дороже 6000 модели, но и улучшения она предлагает значительные. Идеальность камеры 56%. Fujifilm X-T30. Более старшая камера в линейке X-T по сравнению с X-T200, который мы рассмотрели. Имеет X-Trans матрицу формата APS-C. Камера больше заточена под фотографию, и именно с точки зрения фотосъемки выглядит интереснее рассмотренной X-T200. Также камера имеет классическое управление Fujifilm, где основные функции, такие как выдержка и экспозиция, вынесены на отдельные колеса на корпусе. С точки зрения видео у нее все тоже очень неплохо, кроме отсутствия поворотного экрана.
есть только наклонность, что может немного ограничивать в процессе видеосъемки. Но многим такой экран понравится даже больше, не сомневаюсь. Идеальность камеры 62%. Nikon Z50. Z50 очень симпатичный аппарат с точки зрения функционала и цены. И с точки зрения фото, и с точки зрения видео это очень удачная камера. Но у нее есть серьезная проблема. Это абсолютно пустая кропнутая система, в которой почти нет объективов. Вы можете установить на камеру полнокадровые объективы Nikon Z, но их стоимость слишком высока для этой камеры. Мало кто из купивших себе Nikon Z50 первой камерой сможет позволить себе даже объективы из младшей полнокадровой линейки Nikon Z, такие как 35, 50, 85 мм f1.8s. Остается только ждать выхода более доступных вариантов или использовать старые зеркальные стекла через переходник. Идеальность камеры 49%. Canon EOS M6 Mark II. M6 Mark II обладает неплохим функционалом и характеристиками. Во-первых, здесь стоит новая матрица, такая же как в зеркалке Canon 90D. Во-вторых, качество видео в M6 Mark II на момент записи данного ролика лучшее среди беззеркальных кропнутых камер Canon. Как минимум, этот фотоаппарат умеет записывать 4К видео без кропа и с работающим Dual Pixel автофокусом. Идеальность камеры 53%. Sony Alpha 6400. A6400 очень похож на A6100, который мы ранее уже обсуждали. По матрице и системе автофокуса это идентичные камеры, но есть ряд различий, которые для некоторых могут быть важны. A6400 имеет более прочный металлический корпус. У него имеется базовая погодозащита. Также A6400 имеет видоискатель с лучшим разрешением. Помимо этого у A6400 есть преимущества, которые могут заинтересовать тех, кому в первую очередь в камере нужно видео. Аппарат может снимать видео с плоскими профилями S-Log и HLG Hybrid Log Gamma. Идеальность камеры 56%. Panasonic Lumix G90. G90 это обновленная и улучшенная G80. Во-первых, матрица стала лучше. Не колоссально, но это определенно будет небольшим бонусом при фотографировании. Больше изменений с точки зрения видео. Давайте основные перечислим. Во-первых, камера может писать 4К видео без ограничения по времени. Во-вторых, появился встроенный плоский профиль V-Log, который на некоторых камерах Panasonic, таких как GH5, приобретается за отдельную плату. Соответственно, если вы присматриваетесь к Panasonic и вам нужны все эти улучшения, то придется раскошелиться на G90. Если указанные фишки не актуальны для вас, то G80 вполне себе неплохой выбор. Идеальность камеры G90 58%. Sony Alpha 7 второй версии. Первая полнокадровая беззеркальная камера в нашем видео. Sony A7 второй версии может стать отправной точкой для тех, кто хочет в будущем использовать полнокадровую систему Sony E. Это действительно неплохая камера, которую сегодня можно найти без официальной гарантии по довольно привлекательной цене. Оптику на данную систему нельзя назвать очень доступной, тем не менее сейчас появляется много сторонних объективов, от Sigma и Tamron в том числе, которые немного разбавляют дороговизну родной оптики. Sony A7 II это хороший выбор для тех, кто хочет купить себе полнокадровую беззеркалку для фотосъемок, но при этом имеет ограниченный бюджет. Идеальность камеры 72%. Fujifilm X-S10. X-S10 очень интересная по своему функционалу и при этом очень компактная камера от Fujifilm. Хорошо подойдет для фото и видео. Имеет APS-C матрицу X-Trans CMOS 4 с обратной засветкой. X-T10 умеет снимать 4К видео, имеет поворотный экран и плоский профиль F-Log на борту. Все хорошо, но на момент написания данного материала камера только появилась в продаже, и ее стоимость едва ли можно назвать справедливой. Ведь это кроп-камера любительского уровня, а такие цены для этого сегмента явно избыточны. Идеальность камеры 59%. Fujifilm X-T3. X-T3 это уже камера профессионального уровня. Неплохой хват и управление,
по крайней мере при сравнении с более младшими линейками. Оснащена слотом под 2 карточки памяти. Это хороший комбайн как для фото, так и для видео. Умеет писать 4К видео 60 кадров в секунду. Есть плоский профиль F-Log. С учетом того, что совсем недавно вышла обновленная модель данного аппарата XT4, T3 довольно сильно подешевел. Без официальной гарантии его можно сейчас найти по цене XS10. Учитывая, что камеры в целом разного уровня, XT3 смотрится для большинства задач явно более разумной покупкой. Идеальность камеры 63%. Sony Alpha 6600. Топовая камера 6000 линейки Sony. Улучшенный вариант A6400. Хотя точнее было бы сказать, что это A6400, упрощенная A6600. Тем не менее, в отличие от своего младшего брата, A6600 имеет двойной слот для карт памяти, матричный стабилизатор, более емкий аккумулятор и выход под наушники. Некоторые отличия нельзя назвать косметическими, они довольно важные. Но разница в цене просто гигантская. Стоит ли тратиться на 6600 или достаточно будет взять 6400, каждый, кто переходит на Sony, думаю, должен решить сам. Идеальность камеры 55%. Nikon Z5. Z5 довольно свежая полнокадровая камера в линейке Nikon Z. И при этом весьма доступная. Покупать можно как вариант тушка плюс адаптер, так и тушка плюс объектив плюс адаптер. Адаптер нужен для подключения объективов от зеркальной системы. Пока в линейке полнокадровых объективов Z не так много вариантов, и пока они довольно дороги, в этом адаптере будет смысл. Что касается самой камеры, то она имеет 24 мегапиксельный полнокадровый датчик, двойной слот для карт памяти, видео 4К, правда с кропом 1.7. В целом, эта камера выглядит неплохим начальным вариантом в системе Nikon Z. Двойной слот под карты памяти даже может способствовать тому, что эти камеры распространятся в среде профессиональных фотографов. Идеальность камеры 67%. Canon EOS R. EOS R – это первая беззеркальная полнокадровая камера Canon. По совместительству это фотоаппарат, которым снимает последние пару лет ваш покорный слуга, то есть я. Довольно подробно на канале уже эта камера разбиралась. Да и не только здесь, с момента ее выхода все плюсы и минусы подробно расписаны на различных ресурсах. Камера имеет хорошую 30-мегапиксельную матрицу, систему фокусировки Dual Pixel с отслеживанием лиц и глаз в том числе. Неплохие видеовозможности. Хоть 4К здесь и с кропом, но зато есть возможность съемки с плоским профилем Село. Сегодня, особенно без официальной гарантии, цена на камеру довольно демократичная, а в дальнейшем, скорее всего, будет еще снижаться из-за выхода новых камер в беззеркальной линейке Canon. Идеальность камеры 69%. Sony Alpha 7 Mark III. Sony A7 III – один из главных конкурентов EOS R, о котором мы говорили ранее. Камера во многом похожа, но A7 III явно более совершенна. Пишет видео 4К без кропа, имеет более современную матрицу, хоть и на меньшее количество пикселей. Двойной слот для карт памяти и общая продуманность также явно на стороне этой камеры от Sony. Из недостатков отсутствие поворотного экрана, здесь он только откидной. Для некоторых опять же это не будет недостатком. Идеальность камеры 74%. Fujifilm X-T4. Последняя кропнутая камера в нашем сегодняшнем видео. Топовый фотоаппарат от Fujifilm. Умеет все. По сравнению с X-T3 они добавили стабилизатор изображения и поворотный экран, а также немного подтянули автофокус. Это были основные претензии общественности к X-T3. Можно ли назвать в свете этого X-T4 идеальной камерой? Ну конечно же нет. Она по-прежнему сохраняет в себе недостатки самой системы. Кроп-матрица, дорогая оптика. И при этом сама камера по цене выходит за рамки разумного. Это касается даже цены на серые тушки. Про официальную поставку и говорить нечего. Идеальность камеры 60%. Nikon Z6. Z6 камера конкурент Sony A7 III и Canon EOS R. Имеет довольно приятную стоимость в официальной поставке, в отличие от названных камер Sony и Canon.
Жирный плюс этой камеры пришел с обновлениями. На камеру появилась возможность установить прошивку, позволяющую снимать видео в формате RAW. Прошивка платная, но сама возможность подобного обновления просто потрясающая. В остальном, это камера с хорошей полнокадровой матрицей на 24 мегапикселя с обратной засветкой, встроенным в тушку стабилизатором, возможностью съемки 4К видео без кропа. В общем, очень удачный комбайн. Основные претензии к этой камере – использование дорогих и слабо распространенных карточек XQD и упрощенная по сравнению со старшей Nikon Z7 система автофокуса. Идеальность камеры 68%. Sony Alpha 7R Mark III. Sony A7R III – отличный аппарат для фото и видео. В нем установлена одна из самых современных полнокадровых матриц на 42 мегапикселя. Вообще, что касается технического качества изображения, то это одна из лучших камер на сегодня по данному показателю. При этом камера довольно универсальна, позволяет снимать качественное видео. Кроме матрицы, ее отличие от Sony A7 III, которую мы ранее обсуждали, это большая надежность. В том числе заявленный ресурс затвора здесь аж 500 тысяч снимков. Кроме того, здесь выше разрешение видоискателя и экрана. Идеальность камеры 75%. Canon EOS R6. Одна из двух главных новинок Canon 2020 года. Камера как будто является додуманной версией первой Canon EOS R, в которой исправили большую часть того, что пользователям не нравилось. Внесли изменения в управление, добавили второй слот для карт памяти, обновили матрицу. Матрица здесь, кстати, такая же, как на зеркальном флагмане Canon 1DX Mark III. Хоть количество мегапикселей и стало меньше, чем у первой EOS R, вряд ли кто-то будет придавать этому большое значение, потому что по всем остальным показателям камера явно стала лучше. Динамический диапазон, показатели на высоких ISO, передача цвета в конце концов. В общем, камера хороша. Есть у нее проблемы с видео, но об этом мы еще чуть позже поговорим. Основной же недостаток этой камеры для фотографии сегодня – ее цена. Камера только недавно вышла, цена на старте продаж, как всегда, слишком высока и в ближайшие год-два может значительно упасть. Идеальность камеры 71%. Sony Alpha 7R IV. Sony смогла сделать A7R еще лучше. Четвертое поколение камеры получило матрицу на 61 мегапиксель, улучшенный видоискатель на 5 760 000 точек, обновленную систему автофокуса. В общем, как я и сказал ранее, камера стала еще лучше и еще дороже. Идеальность камеры 74%. Fujifilm GFX 50R и 50S. Эти две камеры нет смысла рассматривать отдельно, потому что они во многом совпадают. Цифровые среднеформатные камеры от Fujifilm. Физический размер матрицы больше, чем у любой другой камеры из нашего сегодняшнего видео. Очень высокое качество изображения. Камеры между собой отличаются эргономикой и ценой. 50R попроще и подешевле. 50S более продуманная и удобная, но подороже. С точки зрения матрицы, а соответственно и с точки зрения картинки, разницы нет. Из недостатков стоит отметить слабые видеовозможности по современным меркам, особенно для камер с таким бюджетом. Помимо этого отметим дороговизну и малое количество родной оптики, а также туманные перспективы развития системы. Идеальность камеры 53%. Sony Alpha 9 второй версии. A9 II – это репортажная беззеркальная камера, уникальная в своем роде. По крайней мере, на момент записи данного видео другие производители не представили ничего подобного. Alpha 9 II – полнокадровая камера с матрицей на 24 мегапикселя, отличной системой автофокуса на 693 точки и буфером памяти на 239 сжатых фотографий в RAW формате. Камера отлично подходит для съемки динамики, в частности спортивных соревнований. Что касается цены, эта камера дешевле, чем зеркальный Canon 1DX Mark III на 170 тысяч рублей, хотя по сути играет в той же лиге. Да, в этом сегменте фототехники пока преобладают зеркальные системы, но все меняется.
Sony A9 – отправная точка этих изменений. Идеальность камеры 71%. Sony Alpha 7S III. A7S III вышла в 2020 году. Это камера, преимущественно ориентированная на видеосъемку. Матрица здесь на 12 мегапикселей, что может смутить фотографов, но не видеографов. Камера снимает 4К до 120 кадров в секунду, а в режиме 4К 60p она вообще может снимать, не останавливаясь, более часа до разрядки аккумулятора. Умеет снимать Log 422 10 бит. Может снимать в RAW на внешний рекордер. Имеет дополнительную систему пассивного охлаждения. А также просто невероятный видоискатель на 9,4 миллиона точек с увеличением 0,9. В общем, не камера, а мечта видеографов, которые привыкли снимать видео на фотоаппараты Sony. Идеальность камеры 75%. Canon EOS R5. Последняя и самая дорогая камера в нашем сегодняшнем рейтинге. Флагман беззеркальной линейки Canon. Камера снимает 8К видео 30 кадров в секунду и 4К 120 кадров в секунду без кропа. Умеет писать RAW видео. В общем, по характеристикам даже превосходит главного конкурента от Sony. Но она перегревается. И это ее главный недостаток. Те, кто пользовался камерой, отмечают, что работать с ней нормально можно только в режиме 4К 30 кадров в секунду. Дальше начинаются проблемы с перегревом, принудительным отключением камеры и невероятно долгими периодами остывания аппарата, во время которых нельзя снимать. Но это что касается видео. С точки зрения фото здесь все несколько интереснее. Тут установлена матрица на 45 мегапикселей. Самая современная матрица Canon на сегодня, которая пока больше не появлялась ни в одной из камер. Здесь же стоит система автофокуса Dual Pixel 2, новая для камер EOS R5 и R6, которая пока опять же больше ни в одной из камер Canon не используется. В общем, камера с точки зрения фотографий очень интересная. С точки зрения видео тоже, но с оговорками. Идеальность камеры 70%. На этом уровне цен предлагаю остановиться. Конечно, есть беззеркальные камеры и дороже. От компаний вроде Hasselblad или Leica. Да и у Fuji есть 100 мегапиксельный дорогущий монстр. Но эти камеры уж слишком узконаправленные, и рекомендовать их широкому кругу фотографов я не могу. Хочу также обратить ваше внимание вот на какой момент. Некоторых камер, таких как Fujifilm X-T20, например, не было в ролике по причине того, что на момент съемки распродаются остатки камер на складах и скоро их не останется вообще. Соответственно, к моменту, когда вы будете смотреть этот ролик, их может вообще не быть, и рекомендовать подобные камеры не имеет особого смысла. Также в ролике нет последних новинок от Nikon, вторых версий камер Z6 и Z7, например. Хотя потенциально они могли бы тут быть. Все дело в том, что на момент написания материала не было информации о ценах на эти камеры в России. Они просто еще не поступили в продажу. Сегодня мы с вами поговорили о лучших беззеркалках, которые можно купить новыми в магазинах России. Это было обзорное видео, целью которого было познакомить вас с самыми интересными, по версии нашего канала, моделями беззеркальных фотоаппаратов. Если вам нравится это видео и такой формат, то обязательно поддержите видео лайком и подпишитесь на наш канал. Спасибо за внимание, делайте правильный выбор.